Итак, третий день пребывания в Куала-Лумпуре. И только вчера вечером выяснили, что выход из нашего кондо в центр очень близко. И посмотрите, с каким видом мы прогуливаемся на завтрак. На самом деле мы уже, наверное, не то чтобы даже в первый день, а на стадии подготовки поездки в Куала-Лумпур заметили, что город суперкомпактный, потому что весь центр, да, туристический, можно обойти буквально за один день, если сильно не останавливаться во всех локациях. Соответственно, если вы приехали на срок больше, чем там 3 дня, можно сделать одну экспресс-обзорную экскурсию, то есть обойти даже пешком. Если пешком не хочется, здесь очень развиты самокаты, на каждом углу стоят, это очень удобно. Город очень зеленый, комфортно то, что все время тень над твоей прогулочной зоной. Очень большие тротуары, это так необычно, потому что мы привыкли, что в Бангкоке тебе буквально приходится ходить рядом с машинами вдоль дороги, потому что тротуары там микроскопические. А здесь все же более такое все структурировано, очень удобно все для пеших прогулок сделано, поэтому здесь просто сам город велел пешком его изучать, исследовать, потому что, ну, вот такое на скорости ты не можешь насладиться этим на скорости. Это просто хочется останавливаться и лицезреть, потому что, ну, посмотрите, какая красота на фоне. И это все в одной локации. Очень красиво. По традиции протираем усы, потому что очень жарко. Куала-Лумпурчик. Мы сейчас проходим мимо кондоминиума, который рассматривали для того, чтобы найти accommodation себе здесь. Ну, в целом выглядит очень приятно. Все же качество недвижимости и его расположение в городе очень важно для исследования, для путешествия, поэтому обязательно учитывайте это и выбирайте правильно и так, чтобы это вам подходило. Снимаешь меня? Лучший завтрак — это тот завтрак, который ты не готовил сам. Вот, место очень классное, очень вкусное, с приятным интерьером внутри, с очень классным внутренним двориком. Там, конечно, больше на фотозону похоже, чем на место, где можно спокойно посидеть, покушать. Но, тем не менее, блюда отменные. Очень все здорово, сытно, большие классные порции. И для меня очень важный пунктик — я не пью кофе, и там есть чай. И огромные чашки они для этого подают, это очень круто. Вот. А кофе вот этот человек оценил, так что смело за капучино, флэт-вайта можете заходить. Место называется After One.
Ну что, возвращение в Чайнатаун, мы сюда попали теперь в дневное время. И тут, в принципе, те же самые ощущения, которые были в первый раз, очень похожи на Пхукеттаун, очень сильно. Такие же узкие улочки, интересно оформленные фасады таких португальских зданий. Вот. Но все же, например, вот эта история сразу отличает от Пхукеттауна вид. И впереди периодически проезжает монорельс по типу бангкокского BTS. Тоже очень красиво смотрится, очень футуристично. Да, ну, все равно есть свой определенный вайб. Очень мне напоминало в самом начале этой улицы Стамбульские улицы, потому что все равно мусульманство дает о себе знать, конечно же. Ну и, в принципе, вот громкая восточная музыка, конечно, создает определенную атмосферу, но все равно есть свой определенный характер. Не просто подобие Пхукеттауна, здесь очень интересно и красиво. Здесь есть одна очень приятная улица внешне, после Централ Маркета, очень с красивыми фасадами, с красивой растительностью, классно высажено это все вдоль дороги. И даже вот есть очень приятный белый отель, в который явно вложились, постарались, но очень странно, что это место облюбовали бездомные люди. Я не хочу на них сейчас открыто камеру направлять, но вот можете видеть, у меня сзади очень много бездомных, которые развешивают свои вещи на перилах, на клумбах вокруг деревьев, устраивают просто здесь мусор, все выложено из коробок. И эта улица, плюс ко всему, она еще очень плохо освещена вечером. Место крайне странное, мы здесь первый раз очутились поздно ночью, и снимать ничего не хотелось, полностью всю нашу технику убрали. Вот. Но сейчас днем положение вещей абсолютно не изменилось. То есть вот внешне, если не присматриваться, здесь очень симпатично, очень красиво освещение через листву проходит. Но вот начинаешь присматриваться, здесь намного грязнее, чем во всем Куала-Лумпуре, например. Очень много мусора, не прибрано, грязные тротуары. Вот как будто это место просто вот забросили, полностью игнорируют. При этом внешне видно, что стараются и чистоту кустов поддерживать, и за фасадами, видимо, собственники следят. Но вот в остальном очень сумбурные такие ощущения. Место крайне странное. Вот. Но тем не менее, мне кажется, это все же такая азиатская особенность, потому что в Бангкоке тоже есть одна улица, просто замечательная внешне, с очень богатой культурой на ней, но, опять же, там рядом очень много бездомных людей. Портит, конечно, это такое ощущение, естественно, всем неприятно от этого становится, но, как бы, что есть, то есть. Мы это никак исправить не можем. И на какую в итоге красивую площадь мы вышли с этой улицы. Тут довольно симпатично что-то такое есть закрытое,
с лесами на фасадах, но довольно уютно на самом деле. Ощущается влияние английских колоний, немного так забыто и заброшено, но очень, очень симпатично. Вот, ну, что-то мне подсказывает, что здесь тоже устраивают ночлег прям на скамейках. Вот, поэтому, возможно, вечером это место не преображается ни в лучшую сторону. И вот, пожалуйста, мы вышли к зданию наследия после времен, когда Малайзия была британской колонией. Очень красивая территория, прекрасное здание, очень большая такая открытая зона с газоном. И, конечно, жалко, что нам тут закат чуть-чуть перекрыт зданиями, но освещение при этом такое очень мягкое, красивое, и очень красиво подсвечивает цвет стен. Вот это великолепие сзади. Очень здорово. Наруто, ты чё? Блин, взрослые дядьки, ну я вашу. Прийти в какой-то выходной на перекрытую улицу, взять в прокат самокат и просто... Анечка недовольна. В ее молодость развлекались с ним так. Сейчас Сергей демонстрирует, как здесь ходили важные лорды. Мы сейчас вышли на задний двор этого здания. Видно, что за территорией пытаются ухаживать. Опять же, здесь все пострижено, все деревья, кустики, травка, все в хорошем виде. Но за самим зданием почему-то абсолютно не ухаживают. Заросшие, заплесневелые водоемы. Какие-то обваливающиеся, тоже почерневшие кирпичи на фасаде. Возможно, к реставрации что-то готовят, но как-то не сохраняют историю, что ли. Понятно, что, может быть, малазийцы считают вот влияние Англии, да, на свою страну чем-то, наверное, ненужным, но настолько здесь явно постарались построить это все с сохранением каких-то культурных особенностей, с восточной стилистикой. Все вот эти дворы очень красиво, классно сделаны. Здесь довольно прохладно, да, для такого времени суток, потому что вечером после заката всегда очень жарко становится, и все равно здесь приятно находиться. Но вот половина функционирует, половина нет. Возможно, что-то здесь используется под муниципальные нужды, но как-то вот что-то не то. Как-то заброшено, что ли.
не хотят за этим всем следить, немного обидно, потому что такой потенциал у этой территории, и его никак не пытаются в хорошем виде содержать. Как-то странно. Это просто теперь дорога домой. Сумочка из магазина, но также с прекраснейшим видом. Это же шикарно. А идти опять по той зоне через здание банка тоже очень красиво смотрится. Немного такой, ну, у меня ассоциация тоже с чем-то грузинским. Вот просто дамы любуются. Вот. Ну вот это, конечно, бесподобное что-то. Вот это очень красиво. Look at this. Здесь, конечно, просто такая обильная фотозона и очень много мобильных фотографов, просто бешеных, огромным количеством освещения, чтобы фотографию хоть как-то вывести на фоне Петронасов. Но на самом деле просто обычная хорошая классная камера сделает вам бесподобный снимок. Например, я сейчас иду снимаю не на телефон, а на камеру DJI Osmo Pocket 3, и освещение она принимает просто как не в себя, очень много. И картинка всегда прекрасная выходит. Тон кожи классный, любые подсвеченные объекты прекрасные. Но вот это, конечно, nice. Это nice, просто nice. А у меня просто affordable, luxury, gorgeous и просто очень удобно. Больше ничего не сказать. Это башни не близнецы, а тройняшечки, я третий красавец. Нескромно, нескромно. Да, кстати, подходишь. Если хотите возвращаться с таким же видом к себе домой, записывайтесь на курсы Сережечки по личностному росту. Падение. Да. Дыхание всеми частями тела.